Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю торт в виде такой корзины с цветами. В этом видео я хочу показать и рассказать вам, как сделать такой торт в очень короткий период времени, потому что такие торты, конечно же, затратные по времени, во-первых, и крема они берут много. Какие насадки использовать для того, чтобы как можно быстрее выполнить такую обильную цветочную композицию, все расскажу и покажу в данном видео. Торт я буду украшать самыми простыми насадками, которые продаются буквально в каждом кондитерском магазине. Украшаю я данный торт в этом видео белково-заварным кремом или кремом на итальянской меренге. Сначала я покажу, как делаются розы. Насадка 3,5 см на выходе, обычная скошенная роза. Насадка эта у меня очень давно, она у меня даже без номера. Но она продается во всех кондитерских магазинах и на Алиэкспресс. Цвет здесь я смешала розовый и немножко коричневый. Получился такой немножко как бы грязно-розовый тон, он мне такой нужен был. Сейчас я показываю, как сделать среднего размера розу. Рисовые конусы, на которых я делаю розу, продаются на Алиэкспресс и в очень многих кондитерских магазинах. Делаем основание. Вот сейчас делаю огромную розу такую. Теперь я хочу коснуться именно темы скорости. Вот в таком торте, да, когда нету совсем времени, а торт нужен с очень обильной цветочной композицией. Что я для этого делаю? То есть я беру, во-первых, большую насадку роза. Роза цветок объемный, он сразу занимает собой большую площадь на торте. И вот, допустим, вот такая центральная роза, которую я в данный момент делаю, она в диаметре получается где-то точно 7 сантиметров. То есть вот то, что мне и нужно. Сам торт у меня 21 сантиметр в диаметре без украшений и 11 в высоту. Эти розы, как только я сварила крем, я отсаживаю их на подложку, и потом я уже буду плести саму корзинку. Сейчас я показываю, как сделать бутон. Также делаем основание. Буквально 3 лепестка здесь. Больше здесь делать ничего не нужно. И когда я сделаю вот эти все розы, делается это достаточно быстро, потому что насадка крупная, времени здесь у меня не было много на этот торт. И остальные цветы, которые я буду делать в этом торте, будут делаться из насадки штамп. То есть первое, что здесь, это, конечно же, тюльпаны. Все сейчас покажу в данном видео. Здесь я делаю из крема небольшое такое основание, просто чтобы держались эти цветы. И по центру будет у меня такое легкое возвышение. Не сильный такой бугорок. Торт здесь у меня молочная девочка с кремом клубничное мороженое. Оба рецепта есть, конечно же, на моем канале. Все ссылки оставлю вам в описании к данному видео. И ссылку также на рецепт самого белково-заварного крема. Здесь я тонким слоем на боковину торта наношу уже тот цвет крема белкового итальянской меренги, которым я буду плести саму корзину. Цвет орехово-коричневый, насадка 6 мм, открытая звездочка. Я здесь половину крема выпустила из кондитерского мешка, потому что мне работать было неудобно с ним. Здесь где-то 2 столовых ложки крема у меня в мешке, больше неудобно держать просто. И плету саму корзинку, делаю перпендикулярно подложке одну перекладину, и потом уже перпендикулярно ей плету эти веточки. Корзину, конечно, проще отсаживать сидя. Я здесь стоя ее делаю, потому что мне перед камерой неудобно. Но вам, возможно, будет удобнее сидя ее делать. Делается она очень просто. И здесь, кто не научился еще выравнивать, это очень быстрый вариант украшения, беспроигрышный вариант украшения кремового цветочного торта. Это корзина. И вот таким образом я плету всю корзину.
Делается это совсем несложно. Чем мельче у вас насадка для корзины, тем меньше крема вы израсходуете. Здесь мастихином я разравниваю вот эти вот какие-то хвостики, которые остались у меня от этого плетения. И начинаю, во-первых, устанавливать розы на торт. Сначала начинаю с самой крупной розы. Беру крупные ножницы, конечно, для этого, чтобы у меня уже цветы очень хорошо держались. И все розы устанавливаю вот в эту кремовую подушку, которую я сделала заранее. Там я потом еще пару розочек добавила, мне не хватило. Здесь для тюльпанов желтый цвет и коричневый я не размешала до конца. Сам кондитерский мешок я окрасила в бордовый цвет. Насадка обычная тюльпан. И я отсаживаю вот такие вот тюльпаны. То есть здесь я делала торт в красках осени. Вы же можете абсолютно в любом цвете это делать. Видите, как быстро из насадки тюльпан мы заполняем все пространство. Здесь насадка 8 мм, открытая звездочка. Цвет фисташковый. Я делаю из этой насадки основание для такой растительности типа вереска. Здесь цвет у меня солнечно-желтый у красителя. Насадка номер 70, листик. Я из этой насадки отсаживаю листья. Здесь я смешала желтый и фисташково-зеленый, чтобы цвет немножко вот отличался от основания для вереска. Назовем его так, вот эту растительность, вереском в данном торте. Здесь буквально столовую ложку крема я окрасила в красный цвет. И делаю такие типа ягодок. То есть это не как у вереска, я капельки такие отсаживала. А здесь я делаю типа таких закругленных ягод, надуваю их как бы. И так акцентами прохожусь по всему торту. И видите, я не использую даже никаких насадок. Потому что даже для того, чтобы поменять насадку, на все это требуется время. И в принципе торт у меня уже украшен. Торт украшается очень несложно. То есть главное здесь понять принцип. Я добавила здесь несколько бабочек из вафельной бумаги. Они тоже, на мой взгляд, дополняют эту композицию. Композиция у меня получилась осенняя. Но вы можете гамму брать любого цвета здесь и сочетать именно уже под ваше время года и под ваш праздник. И делается, если понять принцип, это достаточно все быстро. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.